Это еще раз говорю, что скорость отклика российской бюрократической системы на события, происходящие на специальной военной операции, как у динозавра. За это время летчики спокойно допьют компот у себя в столовой, выйдут, пересмеиваясь на летное поле, сядут в самолет и улетят. Это что за военные действия? Я это называю себя восточной дипломатией. Восток – дело тонкое. Они как бы лицо сохраняют. Мы не стерпели, мы нанесли удар. С другой стороны, делают все, чтобы это не переросло в большую, настоящую, мощную войну. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь мы, это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад вас всех приветствовать снова на нашем канале. И, конечно, в первую очередь хочется поздравить всех, кто нас сейчас смотрит с 9 мая, Днем Победы. Тем более в этот раз это круглая дата. Для нас с Женей она не политическая и не имеет отношения к политическим и религиозным воззрениям наших подписчиков, наших зрителей. Это общий праздник. Я рад вас приветствовать сегодня. На этой неделе, по данным Минобороны, было взято под контроль российскими войсками только 2 населенных пункта. Это Лысовка и Липовая в Донецкой области. Но бои идут сразу в нескольких населенных пунктах, куда зашла российская армия, очень ожесточенная. Вернее, не идут, а шли до сегодняшнего дня. Поскольку мы записываемся 8 мая, накануне праздника, и вступил в действие одностороннее прекращение огня, объявленное Владимиром Путиным перед этим на 3 суток. И вот, судя по сообщениям, которые сегодня прямо вот с утра поступают от военных прямо с фронтов, получается, что на очень многих участках противная сторона, Украина, откликнулась и действительно вступила в действие, по крайней мере, вот на сейчас, на время записи. На многих участках такой режим прекращения огня, и многие уже сейчас бросились вывозить раненых, не опасаясь атак FPV-дронов, не опасаясь обстрелов. Как и в прошлый раз. Как и в прошлый раз, да. То есть я думаю, они ждали прямо этого момента, прямо ждали. Есть места, где ничего не изменилось, вот в частности продолжаются перестрелки и какие-то активные перемещения, которые можно квалифицировать как боевые действия в районе, где пытались за предыдущие дни развивать наступление украинские войска на территории Курской области. Это Теткино, ну и там рядом еще один небольшой населенный пункт. Вот эта ситуация вокруг Теткина, она с точки зрения замысла командования украинского так довольно такая любопытная. То есть была выбрана деревня, у которой напротив, прямо через границу, 2-я деревня, то есть фактически 1 деревня, ну даже не деревня, а населенный пункт один, разрезанная административной границей бывшей Советского Союза на 2 части, которая представляет из себя единый такой конгломерат домов. И в половине находились украинские военнослужащие, в половине российские. И для того, чтобы обозначить, что украинские военнослужащие теперь находятся в российской, то есть в Теткино, достаточно перейти просто по улице, продвинуться, и все. И тем самым ты дезавуируешь доклад начальника генерального штаба Герасимова Путину о том, что Курская область полностью очищена. Вот, пожалуйста, населенный пункт, и вовсе он не очищен так малой кровью, несложным трюком таким, но, в общем, это было сделано. А сама она, эта деревня Теткино, таким клином немножко вдается в Сумскую область, простреливается с 3 сторон, насквозь. Предвидя вот такую развитие ситуации, туда был заведен гарнизон из пограничников, десантников и операторов дронов. И вот этот полуостров украинская армия пыталась превратить вот накануне перемирия в остров. То есть снесли мост, разбомбили через реку Сейм. Таким образом, за спиной у Теткина река, впереди Сумская область, наступающая и так далее. То есть ситуация непростая, но и наступление украинской армии на этом участке, оно тоже такое
Я бы сказал, не вялая, нет, конечно, ожесточенная, но не очень большими силами. Тут мы можем с тобой, знаешь, что вспомнить? Вот точно так же 5 января этого года, 4 месяца назад, прямо накануне визита, и еще до инаугурации Трампа, Келлога в Киев, Сырский организовал, видимо, по согласованию с Зеленским, аналогичное тактическое, такое демонстративное наступление от Суджи на северо-восток в сторону Большого Солдатского. Вот почти такое же количество войск, но техники было побольше. И оно тоже 2 дня прошло и захлебнулось, и ничем не кончилось. Так и не было понятно, что это такое. А это, как многие тогда говорили, Келлога ждали и демонстрировали ему возможности, так сказать, украинской армии. Да, ну вот и похоже, что и сейчас заход такой вот в Курскую область, буквально на самый краешек такой, это было такое в общем, действие тоже политического характера в преддверии вот этого грандиозного празднования, которое разворачивается сейчас в России, да, приезжают гости иностранные и так далее, то есть испортить настроение Путину. Вот. Но, тем не менее, прямо перед этим перемирием была беспрецедентная атака дронов на Россию. По данным Минобороны было сбито более 500 дронов. 524, как они бьют. Но это означает, что если они сбили 524, то запущено-то было еще больше. Потому что какая-то часть упала сама собой, это у них там обязательно, при том качестве исполнения, которое есть. Значит, случай по числу дронов беспрецедентный. И здесь у меня 3 соображения, ну или 3 наблюдения. Из них одно я уже вынужден буду сейчас повторить, потому что уж больно наглядно его видно. А одно стало совсем очевидным, хотя раньше, в общем, признаки его были. Когда украинские дроны, пролетая через российскую ПВО, попадают в какие-то там объекты, бомбят по несколько штук. И это всегда большой медийный отклик, разговоры и так далее. Все это действует именно вот в этом направлении, пропагандистском. Когда ты запускаешь 500 штук, а эффекта нет, это прямо противоположное действие. Это что ж за налет-то такой? Когда ты 600 дронов запустил, ты видел результаты? Ну, понятное дело, что по стратегическим объектам они не бьют, потому что такова договоренность. Нет. Договоренность есть, насколько я сейчас понимаю, на сегодняшний день, о том, что они не бьют по объектам энергетической инфраструктуры. Ну, это я имел в виду под да. стратегическими объектами. Нет, стратегические объекты – это и аэродромы, и узлы связи, это склады боеприпасов, там, штабы и так далее. Нет, именно вот не бьют по легко воспламеняющимся производству. До этого самые как бы вызывавшие резонанс события, это были как раз-таки удары по энергетической инфраструктуре. Да, а сейчас, поскольку этого не делается, то и нет то ничего. И... А дальше ты смотришь, что? Вот, например, смотри, 2 аэродрома Шайковка-Кубинка, которые по ним упали там вроде как дроны, как говорят, да? При той скорости, которая у них есть, там 150 км в час они летят, им, чтобы долететь до Кубинки, Подмосковья, да, нужно минимум 4 часа. Ну хорошо, пусть будет 3 часа. За это время летчики спокойно допьют компот у себя в столовой, выйдут, пересмеиваясь на летное поле, сядут в самолет и улетят. Понимаешь, за 3 часа, когда тебя уже радиолокаторы предупредили, что идет волна дронов, бомбить аэродром бесполезно. И попытка сорвать праздник, попав по пилотажной группе, там русские стрижи или кто там в Кубинке тренировались в этот момент, понимаешь, это попытка с негодными средствами. А кто был в Кубинке и видел, какое количество огромное там вообще воинских частей, всяких сооружений, тут просто можете себе представить, что это ни о чем, вот этот удар. То же самое касается аэродрома в Калужской области. Все остальное, ну просто вот 500 дронов, куда, что? Начинаешь смотреть, нет результатов. Это в результате получается демонстрация бессилия, а не демонстрация мощи. Вот в чем дело. И это лучше так не делать. Значит, есть еще один момент, это второе уже мое соображение. Был поврежден
и, судя по всему, прилично. Прямо на ее территорию, на цех упал дрон, просто самолет обычный, как мы многократно это видели, да, завода, который производит оптическое волокно. Это вот яркий пример того, что вот гражданские технологии стали военными, а аппараты государственные, которые там крутятся, с треском проворачивают свои шестерни, этого еще и не фиксируют, не понимают. Потому что если 70-80% потерь на фронте от FPV-дронов, а из них сейчас важнейшие, которые, по которым Россия имеет преимущество перед Украиной, это FPV-дроны, управляемые на оптическом волокне, то производство оптического волокна – это военное производство. И вот эта цель, вот этот самолетик, который летел к заводу, он представляет из себя идеальную цель для противовоздушной обороны. Низкий, тихоходный, хорошо видный. В общем, все, понимаешь, его сбить не обязательно надо было какой-то ракетой, зенитным комплексом, даже малокалиберной зенитной артиллерии. Просто, вот все можно было сделать. Ничего не было сделано. Это, еще раз говорю, что скорость отклика российской бюрократической системы на события, происходящие на специальной военной операции, как у динозавра. Производство, которое еще год назад не имело отношения к армии, вдруг стало ключевым военным производством. Самое интересное, что украинцы, когда они все это рассказывают, они не говорят о другом. Вообще-то оптическое волокно продается на международном рынке. Как украинцы. Они-то это волокно там покупают, не у себя, у них завода такого нет вообще. Ну и, наконец, третье важное соображение в связи с этой массированной атакой дронов на Россию. Очевидно совершенно нащупан путь, как можно, не атакуя никакие вообще, так сказать, серьезные объекты на территории России, нанеся России тяжелейший ущерб и, в первую очередь, российским гражданам. Дроны, которые даже не долетают до аэродромов, просто направляются в сторону аэродромов. Имея за плечами, как бы в анамнезе, вот этот вот трагический случай с поврежденным, подбитым в воздухе над Грозным самолетом азербайджанской авиалинии, который потом через Каспийское море летел и кончилось все это катастрофой, ссорой с Азербайджаном. Имея такой случай в недавней истории совсем, конечно, все аэропорты стали закрывать воздушное пространство. По сообщениям радио «Коммерсант», более 60 тысяч человек в эту ночь ночевали в самолетах, ночевали в аэропортах, там, в условиях там, отсутствия питания, воды зачастую, сплошь и рядом, да, потеряли многие путевки, не путевки, а выкупленные там эти самые места в гостиницах, там много чего произошло вообще. И они, судя по всему, не имеют возможности в судах добиться компенсации, потому что военные действия являются форс-мажором. Да. Это как стихийные бедствия. В таком случае украинцы, это уже было несколько раз раньше, мы это уже видели, как аэропорты закрыли, но вот такого коллапса массового, как сейчас, его все-таки такого масштаба не было. И украинская сторона, судя по всему, нащупала эту дорогу, понимаешь, то есть есть возможность вообще не бомбить. Ничего не бомбить. Просто создавать помехи гражданской жизни. Да, просто направить дроны туда и по своим протоколам безопасности, очень строгим, аэропорты сами начнут закрываться один за другим, и все. Но и надо тут заметить одну вещь. Конечно, украинцы готовились к этому, к 9 мая. Они эти дроны копили. Это массовый выброс, прямо на складах лежали, ждали своего часа. Понятно, что каждую неделю они не смогут такого устроить. Но, тем не менее, как оружие, как инструмент давления на Россию, вот оно появилось. Вот это вот третье такое соображение. Мы уже начали говорить об этом в прошлом выпуске, но все-таки это случилось. Началось открытое военное столкновение между Индией и Пакистаном. Индия нанесла удары по позициям, как она заявляет, террористической организации, ответственной за теракт в Кашмире 22 апреля.
Пакистан счел это актом войны, полноценного нападения и начал ответные удары. Кроме того, как сообщает CNN, 7 мая произошел самый крупный воздушный бой в недавней истории. Более 125 самолетов, кажется, участвовали в нем. Ну, то есть, это прям очень мощно. Ну, насчет воздушного боя я вот не очень верю, что вот 125 самолетов прямо в одном воздушном бою, не так. Скорее всего, с обеих сторон в воздух было поднято вот совокупно такое количество самолетов. И у каждой, и там они были на группы разбиты, у каждой были свои задания, но это не был единый воздушный бой, такая эпическая битва, как в компьютерных играх. Нет, конечно, это не так. Значит, на территории, которую Индия считает незаконно оккупированной Пакистаном в Кашмире, упали в том числе и ракеты «Брахмос», вот эти, о которых я рассказывал в прошлый раз. Их, ну, по крайней мере, исковерканы корпуса, прямо сфотографированы, выложены. То есть это дальнобойное тяжелое оружие, так сказать, настоящее. Оно есть воздушного базирования, и оно запускается самолетами Су-30, которые на вооружении у Индии есть. И это свидетельствует о том, что обмен ударами произошел вот всеми типами оружия. То есть по линии разграничения пакистанцы и индийские войска обстреляли друг друга из минометов и артиллерии, значит, нанесли удары ракетами и отдельно еще и авиация нанесла удар. Интересно, что самолеты не пересекали линию границы. Ни пакистанские, ни индийские вообще. На чужую территорию. Они стреляли друг по другу дальнобойными ракетами, пакистанцы китайскими, а индийцы российскими ракетами, ну, на базе российских, которые через границу друг друга, значит, сбивали, летели. И это очень похоже на то, как взаимодействует российская и украинская авиация на фронте СВО. То есть российская авиация туда не залетает, поскольку опасается действия, понятно, ПВО слишком близко. Успешно работает. Да. А уж украинцы вообще наносят удары из глубины обороны, вот эти F-16, новые самолеты, они к фронту стараются близко не подлетать. Но если мы второй раз уже это видим, что самолеты не пересекают даже границы, может быть, здесь есть о чем подумать, может быть, тут есть какая-то закономерность. Что самолеты слишком дорогие, их очень жалко. Да, и к тому, что вся прям стратегическая концепция НАТО и США, она как раз базируется на применении авиации на территории противника. Это надо залетать на территорию России. Ты здесь все бомбить, перед этим ПВО. Почему? Если вот показано, что они не залетали на территорию, но успешно обстреливали. Нет. Для того, чтобы бомбить и обстреливать цели в глубине России, Россия гигантская страна. Так не получится, как вот. Там же Кашмир, это небольшая территория. И еще один интересный момент. Индийские ракеты летели, не пересекая границы с Пакистаном. Внутри Индии и Кашмира. То есть они ту часть, которую Пакистан занял, Кашмира, когда-то там, в древние времена, они считают юридически индийской территорией. Формально Индия бомбит Индию, то есть свою территорию. Да, там террористы, но это наша территория, мы даже международного права не нарушаем. Они выстроили траекторию полета ракет таким образом, чтобы они даже пакистанскую границу не пересекли. Так интересно сделано. Но о чем это свидетельствует? Они себе оставили дорогу к отступлению. К политическому. То есть побомбили, давайте, ребята, расходиться. Вот мы выполнили задачи. Да, мы как бы показали, что мы не смиримся с тем, что вот эти террористы на нашей территории действуют, нанесли удары по их лагерям. На самом деле это просто профанация. Стрельба по лагерям, мифическим лагерям каким-то вот этих на территории Кашмира. Там 2 палатки, лагеря, любая деревня, это населенный, это штаб. Террористы просто, это рюкзак за плечами и все. Вот. Мы не знаем истинной причастности Пакистана.
Пакистан категорически отмежевывается, так сказать, это то делает вот местное население, вот они там этим всем балуются, да, но Индия, вот, в принципе, справедливо имеет право подозревать, что пакистанские спецслужбы, ну, на уровне именно тайных служб, оказывают помощь этим террористам, да. Вот так сделано. Мы можем вспомнить вот эти дипломатические удары. Помнишь, когда по Белуджи начали значит, атаки на объекты Белуджистана, он сразу и на территории Пакистана, и на территории Ирана. И вот Белуджи с территории Пакистана атаковали там иранские какие-то пограничные посты, и наоборот, в Пакистане Белуджи начали пакистанских же, так сказать, местных военных там доставать. Что сделал Иран? Отбомбился по Пакистану. Пакистан сказал, мы не можем терпеть, и тоже. Но они бомбили Белуджи на территории друг друга. Но заранее предупреждали. И при нанесении удара по Ирану Израиль тоже предупреждал заранее. Это что за военные действия? Я это называю себя восточной дипломатией. Восток – дело тонкое. Они как бы лицо сохраняют, что мы не стерпели, мы нанесли удар. С другой стороны, делают все, чтобы это не переросло в большую, настоящую, мощную войну. Не пересекли территорию Пакистана самолеты или там бомбы ни разу. Все действует вот на этой территории. Я тебе сказал тогда, что территория ограниченная штата Джамму и Кашмир, она, сама вот эта ограниченность вселяет надежду, что крупного конфликта не будет. На днях Стокгольмский международный институт изучения проблем мира опубликовал исследование, согласно которому военные расходы во всем мире достигли 2,7 триллионов долларов. Это на 9,4% больше, чем траты на оборонные нужды в 2023 году. То есть весь мир начал больше тратить. Но давай перечислим просто, какие глобальные события идут прямо вот по ходу вот этого исследования Стокгольмского института. Ну, конечно, на первом месте российско-украинский конфликт. Резкое обострение, вот сейчас в прошлом году было в Израиле, да, всего, что связано с ним, и туда и Иран включен, и хуситы туда включены, все, так сказать. Но Ливан, да. Ну, теперь вот, пожалуйста, Пакистан, Индия, да, все это вместе. И это такие международные конфликты, которые затрагивают весь мир. А уж что говорить обо всяких локальных территориальных например, конфликтах. Продолжается такое очень жесткое, ну, не противостояние, они пытаются помириться, но про армию не забывают. Это Азербайджан и Армения между собой, да. Там они просто вот так стоят друг напротив друга. И да, действительно, таких вот моментов однозначно сразу вот за несколько лет, интересно, это как бы какой-то идеальный шторм получился, они как-то совпали. Поэтому, ну, уникальная цифра, 2,7 триллиона долларов, 2,7, это прямо, это выше прям в разы всех каких программ Организации Объединенных Наций, которые там на борьбу с бедностью тратятся там и так далее. Просто представить себе. Это сумма, даже представить себе, это 2700 миллиардов. Да. То есть сумма, которая грандиозные можно вещи сделать в мире. Вот, допустим, там Microsoft, ну не Microsoft, а его создатель, да, борется, чтобы научиться делать для развивающегося мира дешевые туалеты безотходные, которые не... Питьевая вода. Питьевая вода, да. Ирригации в Африке. Производство средств личной гигиены, дешевых для этих стран и так далее. Там много-много чего еще. Вот это все копейки по сравнению с этим. Я еще не говорю про образование, про школы, которые можно развивать. В общем, да, это не производственные расходы. Армия, оружие, все, что туда вложено, не даст ничего. Это нельзя съесть, это нельзя использовать, это нельзя в розетку включить. Все. И тем не менее, вот политические амбиции, противоречия между странами, между гигантскими народами, которые ненавидят друг друга исторически там, с древнейших времен или недавно возникшие конфликты, как вот между Индией и Пакистаном. То противостояние
тяжелейшее. Вот оно движет все-таки, и в том числе крупнейшие державы, к таким расходам. Ну, то, что в России на 38% больше в этом году, в прошлом году расходов, потому что очень резкий рост, и это говорит о том, как Россия планирует вести специальную военную операцию. Потому что это не просто расходы на армию, это вложения в военное производство, заводы, новые поточные линии и так далее, развитие военной промышленности. То есть переговоры переговорами, но Кремль тратит деньги, исходя из предположения, что это надолго. То есть заранее строятся вещи, которые будут тебе производить оружие, там, ну, все, что необходимо. Вот интересно, что ну, у Украины не изменилось почти, так сказать, расходы, потому что дальше расти некуда. Украина 34% ВВП уходит на нужды обороны, и это беспрецедентно. Ну да, если еще увеличить, то у них вообще ни на что нет. Просто вообще все, государство ликвидируется. На самом деле они перенапряжены. Уже все. Там дальше уже некуда расти. Но им помогают другие. И вот Германия, ее военные расходы выросли на 28%, но в этом докладе что сказано? Что Германия стала крупнейшим военным спонсором в Центральной Европе. Это деньги, которые идут Украине. Да, совершенно точно. Ну что же еще? А вот амбиции государства, которое помнит свое имперское прошлое и вкладывает большие, так сказать, надежды в будущее политическое развитие своей страны, именно политическое. А политическому развитию они всегда сопоставляют развитие армии. Это Польша. Мы уже говорили, у нас целый выпуск. Имперское прошлое, прости, Речь Посполитая. Да, Речь Посполитая, это маленькая империя такая. Ну, от вожи до вожи. Это от Черного моря до Балтийского. Все-таки у них уже новая какая-то национальная идея. Но память о Речи Посполитой очень сильна, и, в общем, надо признать, что Польша, вот вся ее культура и так далее, она родилась, в смысле, достигла высокого уровня очень именно тогда, в те годы. Ну и, в общем, честно сказать, все государства, которые прошли эту стадию империи, основную часть своей культуры создали в это время. Ну, да. Тут спорить бесполезно. Вот. И вот они на 31% поляки-то увеличили. В основном закупки оружия. Очень большое количество оружия, причем в Южной Корее закупают. И вот впервые расходы Пентагона, ну не Пентагона, а США, бюджет военный вырос до $1 триллиона. Это прям вот веха. Угу. Теперь триллионами считаем. И вот пример равномерного, неспешного развития армии, такого военного строительства на десятилетия вперед с продуманным планом. Китай увеличил на 7% до 314 миллиардов долларов военные расходы. То есть там как запланировано все, так и вот все и идет. Вот, ну уж я не знаю, плановая экономика, коммунистическая партия, все, так сказать, как положено. Кругом бушуют войны, военные конфликты, а у этих, значит, все как положено. Есть еще очень любопытный момент. Плата за вступление в НАТО. Швеция увеличила военные расходы на 34%. До 12 миллиардов. Это первый год членства в НАТО. Я тебе уверяю, Жень. Дальше каждый год будет то же самое теперь. Все. Нейтральный статус утрачен. Ты теперь член военного союза. Хочешь, не хочешь, будь добр, строй свою инфраструктуру, подчиняйся их правилам, строй свою армию так, как они требуют. Все. То есть вооруженные силы Швеции – часть единого военного комплекса НАТО, и на это надо тратить деньги. Теперь значительная часть национального дохода будет изыматься в непроизводительную сферу, которую нейтральная Швеция раньше тратила на образование, на культуру, там, на развитие промышленности. Все. Теперь этого нет. Вот такова стоимость входа в НАТО. Вот Мьянма для тебя что за страна? Как ты себе представляешь? Бирма. Мьянма. Ну,
Там постоянные военные перевороты, там гражданские войны. Бесконечная гражданская война, там все против Да, всех. и вот этот вот классный, красивый буддистский комплекс храмовый. Да. Все, да, для меня то же самое, в общем. И еще слоны, которые мне очень нравятся, которые возят... Используемые в военных целях. В военных целях возят людей, значит. Вот. До 5 миллиардов долларов выросли у них, у этой нищей страны. До 5 миллиардов долларов выросли военные расходы. На 66%. Бушует гражданская война, и вот такие вот расходы. Уж, Господи, ну вот остановиться бы, да? Нет. Вот что такое людские амбиции. Ну и, наконец, последний пример – это Мексика. Государство, которому не с кем воевать. Ну да, там как бы Америка ответственна за международную безопасность, как бы Да. все военные конфликты из-за такого соседства сошли на нет. Да, Мексике просто не с кем воевать, а армия есть. И вот Мексика увеличила расходы военные на 39%, ну, прям очень большая сумма, чуть ли не на 40%, до 17 почти миллиардов долларов. Почему страна, которой вообще не с кем воевать, вдруг так развивает армию? Оказывается, за счет увеличения финансирования Нацгвардии военно-морского флота, который участвует в борьбе с наркокартелями и организованной преступностью. То есть они армию привлекли. Армия выполняет роль как бы полиции, по сути, которая просто поддерживает порядок, особенно учитывая, что там целые есть там, районы, которые полностью контролируются на самом деле наркокартелями. И очень высокий уровень коррупции в полиции. Вполне возможно, что доверия полицейским тоже нет на каждом уровне. Поскольку армия более управляемая, централизованная, вертикальная. Да, более вертикальная и больше доверия. То есть фактически мы имеем вот армию на службе фактически правоохранительных органов. Логично. Вот так. На днях, 14 мая, исполнился год с момента вступления в должность нового министра обороны Андрея Белоусова. Да, уже, несомненно, необходимо что-то сказать, что изменилось, подвести хоть какой-то итог этому периоду. Вступал он в должность в тот момент, когда была такая острая аппаратная интрига, которая привела к снятию предыдущего министра обороны, очень серьезным изменениям в аппарате Министерства обороны, связанным с арестами, там, посадками и так далее. Накануне было, значит, заявлено, что будет создаваться в Харьковской области буферная зона, и предполагалось, что все эти, значит, мероприятия, значит, будут приурочены там, после майских праздников. И вдруг неожиданно до этого началось. Вот есть там предположение, что команда Шойгу, Герасимова, решила упредить вот эту вот интригу на смену министра обороны и показать, что и старая команда тоже кое-что может. И Лапину дали команду на вот атаку в Харьковской области, в районе Липцев. Ну и ничего не получилось. Они в результате, так сказать, там захлебнулась эта операция. Слушайте, некоторые военные считают, что это был фальстарт, связанный именно с интригой. Но мы не можем этого знать, конечно, это предположение. Сразу после этого, мы помним, очень длительный период все обсуждали, сколько человек арестовано, какие заместители арестованы, там, сказать, министр обороны. Что будет с Шойгу, все гадали, что будет с Русланом Хажисмеловичем Цаликовым, первым его заместителем, личным конфидентом и преданным его товарищем. Вот. И тогда я говорил сейчас, что его главная была задача у Белоусова очень быстро заткнуть главные дыры, из которых вытекал или могут в перспективе вытекать повышенные расходы по военному бюджету. Но разговор о коррупции, о крупной коррупции, о больших деньгах. Избавить российскую армию от коррупции
вот просто отдельно невозможно. Потому что она часть общества, и она не может отдельно существовать без коррупции в обществе, которое поражено коррупцией. То есть надо воевать с коррупцией во всем российском обществе, и, соответственно, оно и в армии начнет снижаться, таким, если говорить вообще. Но какие-то крупные явления или коррупционные проекты, назовем их так, да, заместитель министров, они вызывали особую озабоченность, их надо было быстро, так сказать, купировать в условиях, когда военный бюджет рос просто вот как на дрожжах. И мы сегодня обращали внимание, что в российской армии, не в российской армии, а вообще в оборонной сфере денег в прошлом году стало на 38% больше, чем в предыдущем. То есть такой резкий рост. Вот с этой задачей, я полагаю, Белоусов справился. Он имел карт-бланш на все эти действия. Все это было согласовано, конечно же, с Путиным. Но эта задача кратковременная, достаточно кратковременная. Ну, там, месяц, два, такие полгода. Но дальше. Министр обороны – это не борец с коррупцией. Министр обороны все-таки, это в первую очередь человек, который занимается военным строительством. И вот тут уже наступил момент, когда надо его оценивать не как вот человека, связанного со всеми этими арестами, там, Тимура Иванова, всех остальных, а как сменщика Шойгу. Но я поговорил с военными, и с фронтовиками, и с теми, которые сейчас в Москве тоже какие-то посты занимают. Надо сказать, что с предыдущим министром обороны его сравнивать никто не хочет. Потому что это был совершенно другой человек, он очень много, по Шойгу я имею в виду, он очень много внимания уделял пиару. Он постоянно, так сказать, был в телевизоре, и как бы это была часть его карьеры, так скажем. Белоусов – человек противоположного свойства. Он вообще не публичный человек, он показывает, он общается с Путиным записками служебными, докладными и так далее, вот внутренняя, значит, это машинерия вся бюрократическая, вот таким вот способом. И здесь все отмечают, военные, что вообще-то в период активных боевых действий министр обороны и начальник генерального штаба, то есть в спайке, обязательно должны демонстрировать такое свойство, обязательно должны, которое называется учеными как пассионарность. То есть кто-то должен нести, условно говоря, знамя победы, да? Кто-то должен, обязан показывать ориентиры, направляющие какие-то задачи ставить и так далее внутри армии. Этого всего вот совсем незаметно, и это никто не заметил, да, что произошло. И все говорят, на фронте изменений, связанных вот с приходом Белоусова в глобальном смысле, вообще не видно за этот год. Но есть две вещи, которые все отметили. Первое, все сказали, что если при Шойгу командиров от бригады и ниже на докладах там начальства их вообще за людей не считали, не то, что не за людей не считали, но не было такой связки, к ним не относились как к людям, к мнению которых надо прислушиваться, выслушивать их. Сейчас, вот при уже Белоусове, это все сдвинулось. То, о чем ты периодически говоришь, это о карьерных, скажем так, перспективах, о том, что люди получают какой-то голос. Да, все отметили, что теперь к нам относятся все-таки по-другому. Я имею в виду высшие командные должности, с вертикали с власти, все-таки по-другому. Вот это все отметили. И это, положительное. Положительный сдвиг, тут говорить не о чем. Да? Все-таки выслушивают, все-таки все по-другому сейчас. То есть это, можно сказать, повышение прозрачности? По-военному, вот специфически, да, так получилось. И еще есть одна вещь, за которую, как все военные говорят, Белоусову большое человеческое спасибо. Это, с их точки зрения, важная вещь. Он объявил, что беспилотная система будет выведена в отдельный род войск. Как объявил? Уже приказ подписан. И все вздохнули с облегчением. Теперь назначили ответственные по беспилотным летательным аппаратам командира в округах.
они наделены определенными полномочиями и так далее. Но дальше строительство вот всей линии этой, сверху вниз, оно застопорилось. То есть, конечно, должны появиться теперь соответствующие факультеты в военных училищах. Не должны эти специалисты по беспилотникам сами собой, как самородки, рождаться на фронте в процессе боевых действий. Нет, они должны получать образование. Все ответственные за беспилотники, группы беспилотных летательных аппаратов от дивизии и выше должны уже учиться в Академии Фрунзе на этом, так сказать, специальном там, втором факультете. Они должны обязательно все это, значит, проходить. Это все пока еще не наступило. А украинцы действуют с опережением вот именно в организационной части, в строительстве. И за счет этого преимущества однозначно совершенно. Мало того, что у них преимущества просто численные, значит, по беспилотникам, да, вот, еще и преимущество за счет организационного строения. Вот этого нет. И поэтому как бы, оценка военных вот, источников, которые со мной разговаривали, она такая двойственная немножко. Белоусова. С одной стороны, все ждут еще чего-то, еще продолжают еще ждать, что что-то произойдет. В принципе, изменения обязаны произойти. Слишком много изменилось вот в процессе ведения боевых действий вот за этот год даже, за последний, я не говорю, там, за 2 года. И это не отражено ни в структуре, ни в чем вообще. То есть это все равно некий аванс, который военные ему выдают. Но он себя не показал вот этим пассионарной фигурой абсолютно. И, видимо, это не в его характере. Он человек закрытый, ну, такой вот аппаратный человек, да, скажем. На днях нам пришло сообщение от одного из подписчиков, в котором он просит рассказать о каких-то впечатливших тебя художественных произведениях, о книгах о Второй мировой Великой Отечественной войне, которые бы, по вашему мнению, справедливо отражали переживания тяготы солдат, прошедших через нее. Именно Второй мировой, вообще о войнах, по-моему, он спрашивал, да? Нет, художественную литературу о Великой Отечественной войне. Понятно. Значит, литература о Второй мировой войне в мире довольно слабо, значит, представляет вот это грандиозное событие вот, в культуре по сравнению с Первой мировой войной. Уже для Европы главная война, в которой самые страшные потери произошли, которые самую большую память оставили, хотя бы по количеству памятников в Англии героям Первой мировой войны можно посчитать, да? Это была именно Первая мировая война. Поэтому главные книги о войне, о человеке на войне, современном, ну, столетней давности, это все-таки «На Западном фронте без перемен». И можно еще указать книжку Хемингуэя о гражданской войне в Испании. Замечательная книга «Прощай оружие». Очень хорошая. Просто вот это действительно, ну, это иностранцы на войне, более или менее похожа на современность. Вторая мировая война, она вот почему-то не оставила таких вот серьезных больших произведений, которые были бы так знамениты, как вот эти произведения, понимаешь, да? То есть какого-то аналога типа «Прощай оружие» или «На Западном фронте без перемен» про Вторую мировую войну, вот в западной литературе я не знаю. По крайней мере, для меня их нет. А вот в советской литературе, несмотря на все, что там можно сказать о цензуре, о идеологическом гнете коммунистической партии, о Сталине, который, так сказать, там просто парализовал там, союз, ну, я имею в виду творческий процесс, да, союз писателей, что он из себя представлял тогда. Все это. Тем не менее, война настолько была мощным явлением, что пробила всю цензуру насквозь. Ничего нельзя было сделать. Вот в 1947 году эта книга получила премию, заслуженно абсолютно, и она до сих пор является, мне кажется, главным свидетельством и написанным прямо вот из окопов. Это Виктор Некрасов в «Окопах Сталинграда». Вот советую всем, кто не читал, смотреть эту вещь, потому что
но мне кажется, это вот живое свидетельство. Вот человек вчера воевал, сегодня написал, и написал очень талантливо. Вот. Есть еще так называемая лейтенантская проза, это все участники войны, там Бондарев, ну, много кто еще, которые, Астафьев, кстати говоря, тоже, которые писали уже в 60-е годы, когда наступила оттепель. И можно было много чего писать, чего раньше запрещали. Ничего похожего в дальнейшем уже в советской литературе не было. Есть потрясающие, совершенно вот, потрясающие коротенькие рассказы, ранние рассказы Чингиза Айтматова. Но это о людях во время войны, которые были в Казахстане жившие. Но они вот прям совсем связаны с войной, эти рассказы. Вроде бы не про фронт, но вот с точки зрения вот именно языка, таланта, литературы, вот ранний Айтматов очень тоже советую. А так Борис Васильев, конечно, в списках не значился, ну, самая вот такая известная вещь, ну, заслуженно известно, что говорить. Ну и Симонов, я его ставлю не на первое место. Вот, все-таки, да, снят очень хороший фильм, все понятно. Поэтому, значит, роману «Живые и мертвые». Но, тем не менее, он для меня не на первом месте. Так же, как и уже более поздние. Но это все равно те, которые ты бы считал. Да. Все, тем не менее, все, что я рекомендую. Я совсем не рекомендую ничего, что написано вот после развала Советского Союза. И даже после 70-х годов. Вообще. Это люди, которые писали уже как бы из вторых рук, с чужих рассказов. Собственно, фронтовики в расцвете таланта, достаточно молодые люди, еще, понимаете, создавали вот эти произведения тогда. И фильмы про войну, самые лучшие, сняты тогда, в 60-е годы. Потом это все вторично уже, все, что было потом, все вторично. Вот. Ну, это, видимо, закон вот, развития мозга человеческого, да, до определенного периода, там, в каком-то активном творческом возрасте, там 40-50 лет, человек еще свежая память, он может что-то писать и так далее. И божественное откровение на него, когда спускается, он во всеоружии. Уже когда за 60, все, к сожалению, уже да, так здорово не получается. Вот. И есть еще другая часть литературы. Поэзия. Поэзия, да, ведь литература разделена на прозу и на поэзию. И у нас, значит, в Союзе писателей СССР было 10 тысяч прозаиков и 10 тысяч поэтов. Вот такая цифра интересная. Дальше. Видишь, как у нас было много еще литераторов. Но вот поэзия отличается, если это хорошая, конечно, поэзия. Не совсем молодые люди ее должны писать. Да, во-первых. Во-вторых, она отличается от прозы краткостью и афористичностью. То есть поэт, он в 2 строчки вставляет то, на что у прозаика уходит несколько глав иногда, может быть. Вот так и. По эффекту, который поэзия производит на человека, это может быть даже сильнее, чем эффект, который производит прозаическое произведение. Вполне может быть. Ну вот, например, знаменитость там, окончания стихотворения Гудзенко, Семена Гудзенко, да, когда на бой идут, поют, на смерть идут, поют. Вот он описывает приближение атаки, что-то она все ближе, оп, атаки нет. И потом дальше просто 4 строчки. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Можно посмотреть Василий Теркин. Это поэма, которая в таких кратких, очень емких образах афористичных просто передает много из того, чего ты никогда даже в книгах не прочитаешь. Там, ни у Казакевича, Эммануила там, в «Звезде» и других вещах ты не найдешь того, что ты найдешь у Твардовского. Он, без сомнения, вот Василий Теркин гениальное произведение. Просто гениальное. Абсолютно. Есть куски, которые больше нравятся, меньше нравятся. Он не одинаковый по всей, но сама поэма, я ее
в некоторых местах могу прям наизусть читать. Самый сильный, который мне вот нравится кусок, это «Переправа». И когда под Белогоровкой в очень короткий срок, там буквально десятки минут какие-то было, из-за нанесенного удара украинской вооруженной силы Украины на переправе погибло большое количество российской техники. Он прям был берег весь забит подбитыми танками, транспортером. Тогда вот в этот момент, да, прям в момент переправы происходило это. Тут, конечно, эти стихи пришли на ум сами собой мгновенно. Вот они описывают универсальное состояние человека. Это тишина, тревожное ожидание и неожиданная смерть, которая наступает. Вот таких вещей даже в прозе не встречал. Ну, все-таки, когда идут на бой, на смерть поют, вот Семен Гудзенко, у него совсем немного стихов, и в дальнейшем и поэтов-то фронтовых, которые вот такого уровня были, тоже немного, и каждый из них написал совсем по чуть-чуть. Потому что, судя по всему, ну, очень тяжелая творческая работа, психологическая, да, проводится в человеке, он переваривает, когда наружу выдают всего 2 строки. Это все очень непросто. И именно поэтому, мне кажется, вот поэзия фронтовая довольно ограниченная. То есть слабых стихов, которые не очень, их много фронтовых. Но я о них не хочу даже говорить. Это как афганский фольклор. Афганских песен, ну, около 200, по крайней мере. Из них есть 3-4, которые, вот я считаю, ну, если не шедевры, ну, прям хорошие, настоящие. Они все написаны в жанре авторской песни. Некоторые из них можно зачесть как стихи. Но по большому счету, конечно, такого большого настоящего поэта с афганской войны не пришло. А как с Великой Отечественной войны. А там пришел. Большое спасибо, что посмотрели наш выпуск. Поставьте лайк этому видео. Мы снова просим вас подписаться на этот канал, если вы не подписаны на него. И переходите к нам в телеграм-канал. Да, в жизни происходит очень много событий, которые требуют оперативного освещения. Быстро что-то надо ответить. Мы это стараемся делать в телеграме. Но тем, кто приходит к нам на Бусти, отдельное спасибо. Еще раз поздравляю всех с праздником Дня Победы и до свидания. С 9 мая вас всех. Всего хорошего.